маленьких детей до формирования личности, за которое отвечает структура левого полушария, активно правое полушарие. Можно сказать, что от 3 до 5 лет телом ребенка управляет подсознание. Надо понимать, что в этот период мы имеем дело со взрослой личностью, сформированной в прошлом воплощении. Вопрос только в активности этой личности. В максимальном варианте союзнику, активной личности, пришедшей из прошлых воплощений, удается полностью захватить контроль над телом ребенка. В этом случае ребенок рано начинает разговаривать, даже читать и считать, иногда на иностранном языке. Естественно, что это умиляет взрослых, которые видят в таких способностях предвестие блестящей карьеры и будущих достижений. Реально, в большинстве случаев вундеркинды выздоравливают и теряют свои способности по мере формирования новой личности, возрастания активности левого полушария. То есть способности вундеркинда являются проявлением другой взрослой личности, которая по мере формирования личности ребенка уступает ей руководящую роль. В период, связанный с активностью правого полушария, можно многое узнать о прошлом воплощении ребенка. В Тибете есть целая система отлова хубилганов, так называют воплощения особенно важных для традиции людей. Существует правило, согласно которому важные члены духовной иерархии в ранге настоятелей монастырей и выше должны быть одними и теми же личностями на протяжении веков. Это увеличивает статус и, соответственно, богатство монастыря. Для опознания хубилгана, нового воплощения умершего настоятеля, через 3 года после его смерти монахи монастыря отправляются на поиски в экспедицию по окрестным деревням. Проверяют детей, родившихся 2,5-3 года назад, как правило, мальчиков. Поскольку быть родителями и даже родственниками хубилгана выгодно, то на конкурс тащат всех детей, родившихся в этот период, включая девочек. Суть конкурса в том, что претендент должен опознать и выбрать личные вещи умершего, а в некоторых случаях сообщить пароль, если умирающий настоятель успел сообщить его своим помощникам. После серии тестов комиссия выбирает одного ребенка, которому присваивается статус хубилгана. Он объявляется новым воплощением этого святого. В буддийской традиции Будда не имя собственное, как, например, Иисус Христос, а духовный титул, обозначающий достигшую бессмертия, полное сознание в магии личность. Такая перерождающаяся и восстанавливающая сознание личность может занимать важные духовные посты. Интересно, что китайцы, оккупировавшие Тибет, издали закон, обязывающий Далай-ламу, главу тибетской духовной традиции направления Гелугпа, желтой шапки, рождаться на ограниченной территории, находящейся под китайским контролем. Все дети, родившиеся за пределами этой территории, не рассматриваются как претенденты на роль хубилгана Далай-ламы. Кроме течения Гелугпа, являющегося религиозным и наиболее распространенным в Тибете, есть магическое направление Дзогчен, красной шапки, возглавляемое Таши-ламой, Панчен-лама. Это направление имеет гораздо меньше приверженцев, так как предусматривает участие людей 4-й касты. Оно менее известно, и Таши-лама менее публичная фигура, чем Далай-лама. Оба учения являются хранителями тайны Шамбалы, древней базы асуров. Считается, что иерархи буддийской традиции, именуемые в Тибете тантрой или тантризмом, общаются с махатмами, от санскритского «великая душа», обитающими в Шамбале. Однако более вероятно, что ключи от Шамбалы находятся у иерархов учения Бонпо, черный Бон, древнейшей религиозной традиции Тибета, существовавшей еще до прихода буддизма. Шамбала – одна из 4 баз асуров, уцелевших после вторжения ванов, накрыта силовым щитом и недоступна для посещения обычными смертными. Периодически маги асуров, традиция сефиратической магии, попадают на эту базу, где проходят курс восстановления и наращивания магического потенциала с помощью машин атлантов, сохранившихся на этой базе. Описан пример одной из таких машин, вывезенной советскими спецслужбами из побежденной Германии.
Там ее изучали в институте Анненербе, куда привезли из Тибета. В Советском Союзе ее исследовали ученые одного секретного научно-исследовательского института НИИ. Внешне машина была похожа на люстру, состоящую из большого числа кристаллов. За все время изучения этого устройства в НИИ ученые так и не поняли принципы его работы, но описали некоторые свойства, связанные с улучшением здоровья людей, находящихся от аппарата в непосредственной близости, и увеличением уровня их сознания, появление экстрасенсорных способностей. В Шамбале находится много разнообразных аппаратов древних. Персонал станции базы занимается поиском воплотившихся магов и их доставкой для прохождения специального курса обучения, восстановления и очистки ментального тела. Кроме того, на базе маги получают инструкции, связанные с социальными прогрессорскими программами базы. Существуют агенты Шамбалы, которые выявляют и эвакуируют воплотившихся магов на одну из 4 уцелевших древних баз. Шамбала находится в Тибете, Беловодье на Алтае, Посейдонис в глубинах океана, стеклянный город в дебрях Амазонии. Каждая база имеет собственную специализацию. Шамбала – учебный центр, Беловодье – штаб прогрессоров, Посейдонис – космопорт и резиденция тайного правительства, стеклянный город – ремонтная база и склад артефактов. Для того, чтобы попасть на базы асуров, маги должны воплотиться в определенном месте, откуда их смогут эвакуировать агенты Шамбалы. Для этого маг использует специальный якорь, который можно создать, если закопать волосы или ногти. Иногда маг завещает похоронить себя там, где хочет создать якорь, но в большинстве случаев у мага нет физической возможности попасть в такое место для установки якоря. Тогда используется принцип ментального перемещения, выход из тела. Оказавшись в нужном месте, маг создает якорь с помощью печати мага. Это энергетическая структура, содержащая отпечаток личности мага. Печать помещается в какой-нибудь массивный материальный объект, расположенный в месте, куда нужно создать привязку. Магам известны несколько точек на земном шаре, которые посещают агенты, связанные с базами асуров. В традиции лемурийцев и ванов существуют правила, заставляющие мага искать себе учеников из числа воплотившихся магов. Розыск учеников – это обязанность магов, находящихся в кульминации магической формы. Они могут выделять воплотившихся магов среди детей, принадлежащих к их традициям. Кроме того, в каждой традиции есть значимые места, в которых могут быть размещены центры подготовки магов. В традиции ванов есть остров Туле, в традиции лемурийцев – города и пирамиды майя в Мексике и башни Зимбабве в Африке.